Ребята, всем привет! Сегодня у нас на разборе вот такой вот интересный агрегат. Это свободная турбина, тот самый турбовал, который мы будем ставить на BMW. Этот высокотехнологичный механизм ни разу не разбирался, по крайней мере мной, моими руками. А это, друзья, чревато очень серьезными последствиями. Дело все в том, что вот эта турбина при полной мощности вращается до 50 тысяч оборотов в минуту. И если вылезут какие-то косяки с подшипниками, либо будет забит масляный канал, это будет просто огромная катастрофа для канала, ребята. Дело в том, что свободная турбина у меня на канале одна. Если взять реактивные двигатели, то их, я уже даже со счета сбился сколько. С любого можно подавать реактивную струю на вход этой турбины и преобразовывать мощность реактивной струи в механическую энергию, которую можно снимать с вала, расположенного на обратной стороне агрегата. Вот он выход, друзья. Это еще и редуктор, который понижает обороты, то есть турбина вращается 50 тысяч оборотов в минуту. Здесь же примерно в 12 либо 13 раз меньше, я уже точно и не помню. Можно провернуть тихоходный вал на один оборот и посчитать, сколько оборотов сделает крыльчатка. Это и будет передаточное число редуктора. Внутри находится интересный механизм, двухступенчатый планетарный редуктор, который мы сегодня увидим. Также мы увидим состояние, ну по крайней мере я надеюсь, долезем до подшипников и посмотрим на состояние. Ну и еще очень хочется узнать назначение вот этих контактов, то есть здесь какое-то реле присутствует, видно есть два контакта. А еще есть вот здесь некий механизм, назначение которого мне тоже пока что неизвестно. Здесь даже заглушка законтрена, я не могу даже открутить. Давайте сейчас мы первым делом вскроем и узнаем, здесь контакты или штуцер. Стоит контровка с пломбой. Да, как я и ожидал, ребят, здесь оказался штуцер. Внутри какой-то механизмус. Внутри даже, по-моему... Опа, это что, масло, интересно, или вода? Ребята, вы видели, а? Интересно, что это такое? Похоже на воду. Видите, какая печаль. С таким же успехом и внутри может быть вода, и подшипники наши высокооборотистые, опять же, могут быть ржавые. Как я устал уже на это смотреть. Любые вот эти советские узлы имеют внутри ржавые подшипники. Хотя все остальное, оно просто как новое, ребят. Ладно. Переворачиваем его в, так сказать, удобное положение и будем пробовать разбирать. Нужно открутить ряд гаек. Механизм должен разделиться. Так что сейчас будем колоть этот редуктор на две половины. Ну, действительно, можно любую турбину к нему подключать. Особенно маленькие, милое дело. Представляете, можно подключить маленькую турбинку и с вала снимать довольно-таки приличную мощность. Не такую гигантскую, конечно, как от турбостартера. Но тоже, я думаю, лошадей 15-20 можно получить. Открутил все, теперь можно колоть. Мы очень нежно будем извлекать. Очень. Результат уже виден. Результат уже близок. Так, забыл пометить, ребят. Такие ошибки допускать нельзя. Вот так раз, два и три. И можно еще по точечке поставить, чтобы не спутать. Вдруг там уже где-то есть точки. Все, теперь при сборке мы не ошибемся. Оп. Есть. Сняли. Ребята, моему ликованию нет предела. Вы только посмотрите на эти детали. Вы посмотрите, в каком они состоянии. Это просто фантастика. Они как новые. А как вращается вал, вообще песня. Просто песня. Да, давненько не попадалось агрегатов в таком идеальном состоянии. Здесь даже присутствует какое-то маслице, хотя видно капли воды. Хотя, может быть, это не вода, может какой-то другой конденсат, но очень похоже. Везде стоят крутючие роликовые подшипники на каждой шестерне. Это планетарный редуктор, друзья. Я уже даже попробовал, подходят ли на турбостартер эти подшипники. Но нет, ребята, оказалось, что и эти туда не подходят.
он поменьше. С этой стороны находится вторая половина редуктора. Здесь есть одно общее звено. Это вот такая шестерня с внутренним зацеплением зубьев. Вот можно ее поставить вот сюда. И наглядно будет видно, как работает планетарный механизм. Ну а эти шестеренки входят в зацепление между двух зубьев. Маленькой шестерни и диска, который объединяет два редуктора. Вот и все. Вот эта обещайка, она связана с валом выходным. Вот с этим. Правда, здесь есть еще какой-то редукторок. Я слышу, как он работает. И я почти на 100% подозреваю, друзья. Но мы еще выясним. Мы сейчас открутим эту коробку. Все-таки надо выяснить точно, посмотреть. Мне кажется, здесь какой-то механизм стоит, который создает давление на контакты. И при превышении оборотов они просто-напросто замыкаются. Сдернул крышку. И что же открывается нашему взору? Да, действительно, друзья. Это контакты для ограничения оборотов. Здесь даже есть регулировка, но я думаю, здесь уже все отлично настроено и не стоит трогать, не стоит ничего изменять. Осталось выяснить, что вот здесь у нас заложено, что это вообще за механизм. Но вот эту штуку я уже откручивал. Это сливное отверстие. То есть, по идее, вообще турбостартер вот этой вещью вниз должен торчать. Здесь есть такой вот клапанок. При закручивании он просто затыкает отверстие, а при чуть-чуть при отпускании он стравливает через вот эти отверстия, ну, ту жидкость, которая там находится. То есть это просто сливная пробка. Подорвал один из штуцеров. Можно посмотреть, что он из себя представляет. Так, здесь какая-то смазка была нанесена. Типа алюминиевой. Да, так я и предполагал. Это обратный клапан. Потом я начал искать, где же все-таки вход для масла. И я его нашел, друзья. Но этот вход меня не порадовал. Потому что он ржавенький. Очень даже ржавенький там внутри. Пришлось разбирать практически полностью, чтобы сделать ревизию масляному каналу. Потому что выход масла должен быть где-то вот здесь. Здесь стояла свободная турбина, я ее уже снял. Вот она вся в своей красе. Она мне нравится гораздо больше, нежели турбина, которая стоит на газогенераторе. Когда все в комплексе работает, выглядит это примерно так. Видите, разный угол закрутки лопастей. Вот этот угол очень здорово, ну как по мне, подходит для получения реактивной тяги. А данная крыльчатка заточена, чтобы часть энергии с вот этих узких сопловых каналов передавалась на свободную турбину и отдавала ей остатки энергии реактивной струи. Если поставить эту вместо этой, то реактивной тяги с двигателя можно было бы больше снять. Но это сопряжено с очень большими трудностями, потому что так просто не внедришь. Здесь заодно с валом сделано. Может он, конечно, напрессованный. Может быть, можно переточить вал, перепрессовать. Но самое главное, ребята, это то, что здесь лопатки загнуты в другую сторону. И вращение должно быть обратное. То есть крыльчатка компрессора должна быть не такой, а противоположного вращения. То есть вот такой. В принципе, она у меня есть. Слава богу. Но я не думаю, буду ли я использовать ее в каком-либо из этих проектов. Потому что проектов, друзья, очень-очень много, на все не хватает сил. Хотелось бы уже что-то и маленькое поделать. Например, маленький реактивный двигатель. Ну а здесь, как я и задумал, нужно разобраться с масляным каналом. То есть открутить вот эти вот гайки, разобрать, посмотреть, что там, все продуть, прочистить. Сейчас все продувается, но не факт, что в это отверстие не попала грязь. Настолько крупная, что она забьет маленькое отверстие, через которое идет подача на подшипник. И тогда, друзья, тогда это конец. Это финалочка будет. Все разлетится в тар-тарарык. Кстати, ребят, прикол. А вот здесь, вот этот роликовый подшипник, он как раз таки тот, что надо было нам. И он здесь фактически новенький. Ну, да ладно, не суть. Этот агрегат нам нужен целый и здоровый.
Поэтому его тоже надо чинить и восстанавливать. Ну что ж, вроде бы открутил болты. Снимаем шайбу. Здесь ничего интересного. Кстати, ребят, разобрался я, куда девается воздух для охлаждения внутренней вот этой всей полости. То есть охлаждения корпуса. Он поступает с компрессора турбины вот в эту щель. Он проникает туда, циркулирует по корпусу, а выходит вот здесь. То есть он проходит как бы по полукругу и выходит в эту щель. Соответственно, немножечко даже охлаждая турбину. Вот как-то он вот так вот выходит. С этим разобрался наконец-таки. Теперь нужно разобраться дальше. С устройством системы смазки и прочего. Далее вот здесь уже становится непонятно. Почему-то ничего не снимается. Видно, вот так надо снимать теперь корпусину. Вот что нас ожидает внутри. Да, все-таки наисложнейший механизм, ребят. Видите, какая сварка. Какое оно все здесь круглое, обтекаемое. Это просто фантастика. Здесь, кстати, тоже не мешает все помыть. Потому что щель очень узкая для охлаждения. Ну и вот сам корпус с редуктором. Снимаем лабиринтное уплотнение. Вытаскиваем подшипничек, который уже даже подрассыпался. Все-таки не зря я разобрал. Масло подается здесь через дырочку маленькую. Вот она там, родимая, я не знаю, видно вам или нет. Где-то там внутри она находится, она черненькая. Я ее и сам плохо вижу, и когда увидел, очень удивился. Короче говоря, сейчас будем ее продувать. Форсунок здесь оказалось очень много. Ну а вот это вот огромное окно и два больших канала — это сливные отверстия. Пару слов о высокооборотистых шестернях. Я просто поражаюсь, ребят, с каким качеством они выполнены. Обратите внимание, здесь шлицевое соединение. Причем так оно легко входит-выходит. Есть даже небольшой люфтец. Цвета побежалости говорят о весьма приличном нагреве в работе. Хотя вот эта шестерня с большей скоростью вращается. Ну, то есть окружная скорость больше, потому что больше диаметр. Но перегрев испытывала именно это, потому что, вероятно, на ней был больший крутящий момент. Ладно, ребят, хватит рассматривать красивые железки. Там, кстати, внутри шлицы еще присутствуют. Давайте собирать агрегат. Все промыл, все протер. Теперь все чистенькое и красивое. Собирается в обратном порядке. Загибаем усики, чтобы наши гаечки не открутились. Теперь берем турбинку, совмещаем все метки. Вот одна метка. Также есть метка на подшипниковом кольце. Вот здесь. Ну и на втулке тоже есть метки. На всех остальных деталях тоже есть эти метки. Все это нужно совместить. Следим, чтобы не было проворота. Это строго обязательно. После чего совместил еще одну метку. Вот эту и вот эту. Даже шайба, она помечена. То есть представьте, насколько все серьезно. В общем, ставлю ее на свое место. И даже с шестернями тут не все так просто с балансировкой. Здесь какая-то хитрая система. То есть вот там есть кольцо. Так, мы его вроде бы прижимаем. Вроде бы ничего криминального. Но при усилии оно сжимается. И шестерня плотненько на него насаживается. То есть как бы центрирование происходит. И эта шестерня в итоге, она не зажатая. Она свободно гуляющая получается. Вот как-то так, ребята. Все готово, друзья. Затянул гайку, пришлось немножко попыхтеть. Наматывал вот туда тряпку, чтобы закусило на лопатках. И все успешно получилось. Вал ходит так же легко, как и раньше. Остальное я уже сам соберу в обратной последовательности, так как разборку вы видели. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всех благодарю за внимание и всем пока.